Всем привет! Сегодня у меня медовик со сметанным кремом. Простой рецепт. Из абсолютно простых продуктов нежнейший тортик получается, но как и пирог вы можете также его использовать, если готовить без крема. Не раскатываю коржи, одним коржом все выпекаю, очень быстро, вкусно и празднично. Попробуйте, вам понравится так же, как и мне. У меня расклад по ингредиентам такой: на 4 яйца, 200 граммов сахара, 220 масла, 4-5 столовых ложек жидкого меда, 300 грамм муки приготовила, буду смотреть по консистенции теста, и с 1 чайной ложечки соды, именно соды, не разрыхлителя. Сначала завариваю тесто, все масло кладу сюда и мед, жидкий мед 4 столовые ложки, растапливаю масло и мед. Чуть-чуть даю, вот буквально пару секунд покипеть маслу с медом, чтобы немножко был такой карамельный цвет. И вот пенка такая стала образовываться, добавляю соду, 1 чайную ложечку, и помешиваю, перемешиваю. Стал вот такой красивый уже карамельный цвет. Отставляю в сторону остыть. И пока мед с маслом остывают, взбиваю 4 яйца, 200 граммов сахара. Взбиваю просто вот до хорошей такой вот однородности. И я не люблю в железной кастрюле взбивать, поэтому, смотрите, перелила вот в чашу миксера сюда остывшее масло с медом, и оно вон как потемнело еще. Когда оно остывает, становится темнее. И начинаю потихоньку взбивать, добавляя муку. Вот на самых малых оборотах взбиваю, добавляю почти всю муку, а затем только добавляю яично-сахарную смесь. И вот такая красота карамельная получается. Вот так тесто должно сбегать. Вот ровно 300 граммов, я больше не добавляла, хватит. Прекрасно. Выливаю тесто на большой противень, на пекарскую бумагу ничем не смазываю, достаточно, потому что масло внутри теста. Распределяю по всей поверхности и ставлю в духовку на 180 градусов на 20-25 минут максимум. Не пересушите корж, проверьте зубочисткой. Вот через 20 минут я всегда проверяю зубочисткой. Если она сухая, все, вытаскиваю корж. Вытаскиваю и оставляю до полного остывания. Пока готовлю крем и украшения. Для декора сегодня возьму 100 граммов белого шоколада и 1 столовую ложку молока. Шоколад просто растоплю в микроволновке. Возьму пупырчатую бумагу, вот такую вот, смажу чуть-чуть совсем растительным маслом, выливаю шоколад, ровненько распределю и поставлю застывать в холодильник. И крем. В крем я использую сливки 32%, 250 миллилитров. Они у меня не сладкие. И начинаю взбивать со сливок. Чаша, лопасти миксера, сливки, все холодное из холодильника. На полчаса чашу с лопастями ставлю. Все должно быть холодное. Добавляю 200 граммов сахарной пудры и начинаю взбивать сначала сливки. Всего крема я делаю килограмм. Когда сливки уже практически до конца взбились, вот они вот такие вот мягкие получаются, я начинаю добавлять сметаны. Сметаны добавляю 750 граммов или миллилитров. Сметану лучше брать не ниже 25%. Ввожу сразу же всю сметану и добавляю 3 столовые ложки коньяка или бренди. Я всегда добавляю в любые крема обязательно коньяк или бренди, как делала моя мама, и все крема получаются очень-очень вкусные. Не просто вот сметанный крем, а у него есть особенный вкус, поэтому очень рекомендую добавить вот какой-то алкоголь в крем. И пробую на сахар. Если мне не хватает сахара, но смотрите, я не делаю слишком сладкий крем. Попробуйте на свой вкус, если нужно, добавьте. Он должен быть вот таким вот мягким. Крем пока ставлю в холодильник, разрезаю коржи и собираю торт.
эти кусочки нужно превратить в крошку. Я складываю в ручной такой вот блендер кусочки от коржа и превращаю в крошку для обсыпки. Прям вот так вот руками, чуть-чуть придавливая. Посыпаю сверху также. Я люблю немножко вот так придавить. Ну вот, он уже красавец какой получился. Поставлю в холодильник, и останется только декор. Шоколад переворачиваю и аккуратно освобождаю от пленки. Теперь я поломаю на, неважно вот какие, кусочки, разложу их на торт. И, ребята, это единственный торт, который можно вот уже через час доставать, разрезать, и он уже вкусный. Вот буквально час постоять в холодильнике, но он просто безумно вкусный, нереально ароматный, влажный, мягкий, такой пышный весь, и очень хорошо пропитывается сметанным кремом, если вы его оставите на ночь хотя бы, на сутки. Тогда он просто великолепный, этот торт. Я его обожаю, мы все его вот в семье обожаем, этот медовик. И вот такой способ приготовления, на мой взгляд, это самый вкусный медовик. Пожалуйста, делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.